Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы с вами поделиться рецептом одного печенья. Я был на интернете, много рецептов. Два рецепта я сложил вместе и сделаем эксперимент, что получится. А печенье, может быть, вы знаете, называется курабье. Честно скажу, что название привлекло меня, что-то звучит по-французски, как курабье. И в то же время оно выходит песочное, и красивое, и аппетитное. Так что давайте приступим. Здесь все составляющие этого рецепта: мука, сахарная пудра, щепотка соли, ванилин, яйцо и масло комнатной температуры. Сейчас мы начнем взбивать. В первую очередь мы собьем масло, сахарную пудру, потом мы добавим яйцо, ванилин и щепотку соли. Все это мы взбиваем. Все, когда собьется в одну однородную массу, крем, тогда мы потихоньку будем добавлять муку. Количество всех ингредиентов я напишу под видео вам. И давайте приступим. С Богом! В первую очередь масло я ложу в миску таким образом. Сахарную пудру. Когда я решил выпекать, я посмотрел, у меня сахарной пудры дома не оказалось. В магазин было лень бежать, так что из сахара пришлось делать пудру. Так что посмотрим, если это сработает. Так, щепотку соли и ванилину я добавлю сейчас. И у меня есть эссенция миндального ореха. И эту эссенцию я тоже добавлю. Но если у вас эссенции миндального ореха нет, так можно и без этого. Так что начнем взбивать в одну однородную массу. Теперь смотрите, какая кремовидная масса получилась у нас. Теперь мы добавляем одно яйцо и начнем тоже взбивать. Теперь это мы тоже взбиваем, и она будет более пышная, и тогда уже в конце будем добавлять нашу муку. Итак, наша масса взбилась. И теперь мы будем досыпать муку. Потихонечку и не все вместе. Пару приемов. И вмешиваем муку. Итак, у меня тесто готово. Теперь все смесилось. Посмотрите. И теперь мы переложим кондитерский мешок. Все в кондитерском мешке. Теперь мы начнем художеством. Делать маленькие печенюшки. Тесто у меня получилось густое, и кондитерский мешок не выдержал, так пришлось мне еще один кондитерский мешок надевать. Потому что это не очень легко выжимать все сюда. Я думаю, что те, которые работают в кондитерских цехах, у них должны быть хорошие мускулы все это делать. Даже в домашних условиях я чувствую, что не так уж просто. Но получается красиво, получается вкусно. Но так, одна противень сейчас готова у нас.
А теперь к концу этого ножика я сделал маленькие ямочки в каждой печенюшке. Итак, маленькие ямочки я сделал в этих печенюшках. По оригинальному рецепту туда надо повидло или джем. У меня, к сожалению, тоже этого не оказалось. Я делаю продуктами, что у меня есть дома. Так что я взял одно варенье, оно у меня очень-очень жидкое, как сироп. Так что я попытаюсь поставить этого немножко варенья жидкого в эти ямочки. Это уже у меня приготовлено здесь. Так что сделаю маленькую дырочку, и теперь начнем. Прекрасно, как раз хватило. Конечно, все они печенюшки получились разных размеров. Ну, я делаю не для продажи, для себя, для дома. Так что у меня духовка уже подогрелась. Я ставлю в духовку на 180 градусов 15-20 минут. Смотрите сами по смотрению своей духовки, потому что все духовки разные, с разной мощностью. Так что с Богом. Пошли. Итак, настало время вытаскивать наши печенюшки, это курабье. Посмотрим, что получилось. Итак, наши печенюшки немножко расплылись. Конечно, этот джем или варенье, то, что у меня как сироп, не сработало как следует, но надеюсь, что хоть вкус будет хороший. Так что сейчас немножко подождем, остынут. Я их переложу в чашечку, посыплю сахарной пудрой и покажу вам снова. Итак, мое художество готово. Посмотрите, что у нас получилось. Конечно, по форме не то, как я видел по интернету на курабье, то, что красивая форма, но они у меня расплылись. Так что вместо курабье могу их назвать песочное печенье. Так что я пек для дома, для своей семьи. Я думаю, что мои будут все рады. И давайте сейчас попробуем одну печенюшку. Итак, посмотрим. Ломается хорошо. Рассыпчатая. Посмотрите. Конечно, это джем, то, что у меня как сироп. Он все не годится. Если было бы на повидло, было бы намного лучше. Так что давайте попробуем, что у нас получилось. С кофе, с чаем. Пойдут за милую душу. Рассыпчатая. Как песочное печенье получилось. Очень вкусно, на самом деле. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. И этот канал совсем новый, свежий. Я был бы очень признателен, если вы подпишетесь тоже, потому что на этом канале, как вы видели, я экспериментирую, делюсь рецептами. А если что-то получается, то делюсь рецептами, то делюсь своим опытом с вами. На этой ноте хотел бы с вами попрощаться. Берегите себя, берегите своих знакомых, друзей, родственников. И мирного неба всем нам. Приятного аппетита. А чаю сделайте, попробуйте. Может быть, у вас получится лучше, чем у меня, но я вам скажу, они песочные и очень вкусные. Пока-пока. Только хотел бы быстренько вам добавить к этому видео то, что я сейчас сделал насчет курабье или этих печений. Скажу вам, они очень вкусные, и мои дети закончили все их за полчаса. Я им сказал, что там не то джам или еще чего-то. Они сказали, ну и что, все равно вкусно. Так что пеките на здоровье и приятного аппетита. Пока-пока.